Добрый день! Сегодняшний видеоурок будет посвящен мышцам тазового дна. Это собирательная группа, которая состоит из 4 слоев, и очень важно, в каком состоянии находятся эти мышцы. Мышцы тазового дна вместе с грудобрюшной диафрагмой и верхней апертурой входят в глубинную мышечно-фасциальную цепь и таким образом поддерживают наши внутренние органы и обеспечивают правильное физиологическое дыхание. Очень часто эта группа мышц бывает слабой. Это происходит во время того, когда женщина после родов, до родов, а также во время поднятия тяжестей. Поэтому эти мышцы бывают ослаблены не только у женщин, но и у мужчин. Попробуйте представить себе мышцы, которые находятся между седалищными буграми, лобковой костью и копчиком. Это две группы мышц, которые поддерживают внутренние органы снизу и обеспечивают их передачу правильного натяжения связочного. Бывает так, что эти мышцы расслаблены, они провисают. И тогда у нас появляются такие проблемы, как недержание мочи, или проблемы на уровне геморроя, или наоборот проблемы с мочеиспусканием. Бывает, когда только одна половинка мышц провисает, и тогда за ней провисают и меняют свое натяжение внутренние органы. Это проявляется в таком виде, когда мы видим, что у нас, например, приводящая группа мышц не может расслабиться. Или с одной стороны приводящая группа мышц напряженная, с другой стороны она достаточно расслабленная. И это все приводит к тому, что нарушается само положение и внутренних органов, и напряжение передается в верхнюю апертуру диафрагмы. Эти мышцы, которые имеют скелетно-мышечные мышцы, это значит, мы ими можем управлять. Для того, чтобы их почувствовать, попробуйте ощутить мышцы ануса, мышцы женщины промежности и мочеиспускательный сфинктер. Когда эти мышцы сокращаются, они приподнимаются слегка вверх. Они не тянут сильно кости, они просто слегка создают удержание для внутренних органов. Когда мы дышим, на вдохе эти мышцы расслабляются, на выдохе они сокращаются. Бывает вариант, когда наоборот эти мышцы сильно сокращены, находятся в спазме, и тогда движение тазовой диафрагмы тоже будет нарушено. Если есть такие нарушения в тазовой диафрагме, это может приводить к нарушению кровообращения в области малого таза и, соответственно, с теми последствиями, которые могут возникать в репродуктивных органах и в органах малого таза. Сейчас мы попробуем поработать с этими мышцами. Очень часто на занятиях люди, когда просишь сократить мышцы тазового дна, они сокращают огромное количество мышц. Они включают ягодичные мышцы, задерживают дыхание, напрягают мышцы шеи. Мы помним о том, что очень важно проприоцептивное ощущение, ощущение, где эти мышцы находятся, что это за ощущение. Поэтому постарайтесь не напрягаться, не делать большие мощные движения или пытаться сильно что-то сократить. Просто почувствуйте, где они. Мы будем выполнять упражнения лежа на спине. Их можно потом будет выполнять в любом для вас комфортном положении. Основу этих упражнений составляет упражнение Арнольда Кегеля, который в 50-х годах разработал комплекс для женщин с нарушением мочеиспускания. Это очень эффективное упражнение при условии, что вы слышите, какие мышцы вы включаете. Поэтому, если вдруг у вас нет ощущения, где эти мышцы, что с ними происходит, вы можете в процессе мочеиспускания попробовать остановить этот процесс и почувствовать, какими мышцами вы его останавливаете. И тогда вы точно почувствуете, где находятся эти мышцы. А сейчас ложимся на спину. Сгибаем сразу ноги в коленях, пятки на уровне ягодиц. Несколько раз выполним движение. Вдох, прогиб, выдох, прижатие. Несколько раз. Почувствуйте, как ваш крестец перекатывается вверх и вниз. И теперь положите ваши пальцы рук плоско на линию от передней косточки, передняя подвздошная ости, чуть-чуть вперед. В связи с тем, что нижняя часть – это жидкостная среда, и когда эти мышцы сокращаются, то ваши внутренние органы чуть-чуть, слегка натяжением уходят наверх. Это такой небольшой будет импульс в начале. Вы будете его, возможно, едва слышать, но он достаточно ощутим. Если мышцы хорошо работают, вы услышите его достаточно хорошо. Положили плоско пальчики на эту область и попробовали сжать мышцы тазового дна. Как будто вы очень сильно хотите в туалет. Если нет ощущения, и расслабьтесь.
Сожмите мышцы тазового дна, вы почувствуете, как идет смещение и натяжение ткани кожи в области под пальчиками, и расслабьтесь. Убедитесь, что вы не включаете ягодицы, что вы не включаете поперечную мышцу и не выталкиваете низ живота вверх, и не задерживаете дыхание. Попробуйте просто почувствовать, где эти мышцы, и то, что вы можете их сократить. Еще несколько раз сжать и отпустить. При сжимании этих мышц, это сфинктерные мышцы, которые приподнимают вверх, да? Можно сосредоточиться на мышцах ануса. Это одна из самых сильных мышц, которая позволяет почувствовать это втяжение внутрь. Выполните несколько раз. И я рекомендую в течение недели просто ощущать эти мышцы и сокращать. Для того, чтобы проявилось вот это точное ощущение, какими я мышцами работаю. Чтобы не включались никакие другие мышцы. И убедитесь, что вы не включаете пока прямую мышцу живота. Еще разочек втянуть мышцы тазового дна и отпустить. На следующей неделе или при условии, что ваши мышцы хорошо функционируют, мы можем попробовать выполнить упражнение из серии Кегеля. Для этого мы будем сейчас, в связи с тем, что это мышечные волокна, скелетная мускулатура, там есть и белые, и красные волокна, поэтому движения должны быть на статику и на динамику. Мы сейчас сокращаем мышцы тазового дна и держим 5 секунд. 5, 4, 3. Проверяйте, что ничего не напряжено, полностью расслабиться. Еще разочек сжать мышцы тазового дна и держим. 5, 4, 3, 2, 1. Отпустить. Расслабьтесь, почувствуйте, как при расслаблении мышцы слегка опускаются вниз. Возможно, вы под пальцами заметите разницу, что одна мышца сокращается больше, другая меньше. Это как раз то, про что мы говорили, что разница в тонусе мышц. И теперь попробуем еще один раз. Сжать мышцы тазового дна. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Расслабьтесь. И еще один раз. Сжимаем мышцы тазового дна. Чувствуем, как они втягиваются внутрь. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. И отпустить. Так как эта группа мышц входит в глубинную мышечно-фасциальную цепь, очень часто сжимаются зубы, сжимается челюсть. Проследите, чтобы этого напряжения не создавалось. А теперь мы выполним палсинг. Мы будем эти сокращать мышцы, сокращать и отпускать 5 раз. Сократили мышцы тазового дна, отпустили. Сократили мышцы тазового дна, отпустили. Еще раз сократили, отпустили. И еще один раз сократили, отпустили. Сделали паузу, полностью расслабились. И выполним еще один раз. Сократить мышцы тазового дна, отпустить. Сократить, отпустить. Еще раз сократить, полностью расслабить. И последний раз сократить, отпустить. Следующее движение мы будем выполнять так называемый лифт. Мы будем сокращать мышцы на 1/3, пауза, еще на 1/3, пауза и полностью сокращаем. И точно так будем отпускать вниз, опускаться, как на лифте. Отпустить частично мышцы, пауза, еще отпустить мышцы и полностью их расслабить. Попробуем выполнить. Сократили мышцы на 1/3, сделали паузу. Еще на 1/3, прям чувствуете, как начинают смещаться внутренние органы. И еще на 1/3 напряжения. Отпускаем на 1/3, еще 1/3. Полностью расслабить эти мышцы. Выполним еще один раз. Сократить. И еще раз сократить. Максимально сократить. Отпустить на 1/3. И еще на 1/3. И полностью расслабить мышцы. И теперь попробуем выполнить на 50% и 100% сокращения. Сокращаем на 50%, на 100%. Отпускаем 50% усилия. Полностью расслабляем мышцы. Еще разочек сократить на 50, на 100%. Отпустить на 50 и полностью расслабить. А теперь попробуем почувствовать, как эти мышцы связаны в дыхании и участвуют ли они в дыхании. Попробуйте сделать вдох в нижнюю часть живота, то есть чтобы при вдохе нижняя часть диафрагмы включилась и расширилась нижняя часть живота. Попробуйте сделать вдох и почувствуйте, как мышцы тазового дна раскрываются, расслабляются. Делаем естественный выдох и на выдохе стараемся подтянуть мышцы тазового дна внутрь. Еще раз вдох. Мышцы тазового дна расслабляются.
Нижняя часть живота расширяется. Выдох. Мы делаем естественный выдох, но ощущениями подтягиваем мышцы тазового дна. И еще один раз вдох. И на выдохе подтягиваем мышцы тазового дна. Теперь мы попробуем вдохнуть так, чтобы правая рука приподнялась чуть больше, чем левая на вдохе. Вдох и наблюдаем, есть ли разница в ощущениях тазового дна справа и слева. И на выдохе пытаемся подтянуть внутрь больше мышцы правой части тазового дна. Еще раз вдох. И подтягиваем мышцы правой части тазового дна. И последний раз делаем вдох. Чувствуем, как справа мышцы больше расслабляются. И подтягиваем внутрь. Теперь то же самое делаем влево. Влево вдох. Чувствуем, как слева мышцы тазового дна больше растянулись. И на выдохе подтягиваем их больше. Можете сравнить ощущения. Еще раз вдох. Есть ли разница между правой и левой стороной мышцами? Выдох. И последний раз вдох. И выдох. Заканчиваем это упражнение. Небольшая пауза сравнения ощущения тела. И поворачиваемся на бок, садимся. Эти упражнения очень эффективны, и они невидимые. То есть, когда вы можете выполнять эти упражнения в любое время, определите положение, в котором вам это удобно, и постарайтесь их выполнять в течение 1-2 недель. На следующем видеоуроке мы продолжим тренировку для мышц тазового дна и попробуем включить нижнюю часть живота, которая позволит еще больше поддерживать внутренние органы. Очень часто наши женщины привыкли втягивать мышцы живота, и не только женщины, но и мужчины. И обратите внимание, что вот если мы втягиваем мышцы живота, обычно это сокращение мышц чуть выше области пупка, то в этом движении мы как раз выдавливаем внутренний орган. У нас наоборот расслабляются мышцы тазового дна. На следующем уроке мы попробуем так включать прямую мышцу живота, чтобы она наоборот приподнимала внутренние органы и не давала им опускаться вниз. Успехов!